Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. И сегодня тема нашего видеоурока – это декорирование аксессуара для ванной комнаты. Зачем мы это сделаем? Для того, чтобы ваша ванная комната была не только удобной, но и красиво и стильно выглядела. Сегодня для работы я буду использовать непосредственно такой пластиковый контейнер, скажем так, да, или пластиковые баночки. В них обычно хранят ватные диски и ватные палочки, молды, глину, грунт, 2 вида или 3 вида потали. Полное описание, более подробное, как обычно, ищите ниже под видео. На первом этапе, как обычно, поверхность мы обезжириваем любым спиртосодержащим раствором, после чего я буду использовать черный грунт и наносить его буду губкой. Даем возможность хорошо просохнуть. Пока грунт на поверхности высыхает, мы займемся изготовлением объемных элементов с помощью молдов и глины. На этом этапе объемные элементы мы будем приклеивать непосредственно к поверхности. Так, берем. Клей использую ПВА строительный. Все приклеено. Немножко подождите, пусть все хорошо схватится на поверхности, приклеится как следует. После чего будем покрывать вторым слоем грунта. Покрываем вторым слоем черного грунта. Оставляем до полного высыхания. Сейчас всю поверхность необходимо покрыть лаком. Хорошо сушим. После того, как лак высох, наносим клей для золочения, только в некоторых местах. Будем наносить зеркальную поталь, после чего остальную поталь и клей после для нее. Почему так? Ну, чтобы работа была более аккуратной и у нас не заходила, не клеилась та поталь, которая нам не нужна. Поэтому поэтапно будем это делать. Ждем высыхания на отлип.
Так, в первую очередь я буду использовать зеркальную поталь. Так, сейчас наносим дальше клей для золочения и вот просто через крышкой просто по краю я немного. Ждем на отлип высыхания. Сейчас я буду использовать поталь вата, так называемая. Она очень приставучая, очень летучая, поэтому дома, учитывайте, будет блестеть все. Застилайте все аккуратно. Вот таким образом. Она накладывается. И затем, если вас все устраивает, вот такими вот видите, ей очень удобно работать в труднодоступных местах, если есть таковые у вас. Легко закладывать. Такой красивый эффект получается. Она и называется звездная пыль, но действительно такая золотая пыль, я бы сказала. Эта поталь также есть разных оттенков, разных цветов. Вот к новогодним, например, праздникам, да, когда готовимся, очень хороший, удачный выбор. Хорошим будет помощником вам. Так, сейчас все уберу и будем в конце где-то дорабатывать моменты жидкой потали. Жидкую поталь взбалтываем перед началом работы, не забывайте об этом. И вообще периодически, если долго с ней работаете, закрывайте и взбалтывайте. Так, сейчас такой сухой кистью я буду выделять вот эти элементы. Надо хорошо просушить и покрыть все финишным слоем лака. Уважаемые рукодельницы, подошел к завершению видеоурок. На нем мы создали аксессуар для ванной комнаты. Получился, по-моему, очень красивый, помпезный. В моем вкусе. Вы, конечно, регулируете блеск и количество потали уже по своему вкусу. Также вы на этом видеоуроке увидели, как работает 3 вида потали, а именно зеркальная, ватная поталь и жидкая поталь. Да, вы можете использовать это вместе, отдельно, пожалуйста, как вам будет угодно. Главное, вы поняли суть и увидели, как это выглядит на изделии.
моменты некоторые. Значит, зеркальная поталь хорошо затирается, на ней не видны стыки, не нужно использовать шелак, сразу наносите ее, покрываете лаком и совершенно спокойно она будет стоять. Пыль растирается, да, вата, звездная пыль, вата, все об этом. Растирается хорошо, хорошо работает в труднодоступных местах, хорошо работает на таких круглых, да, вещах, на пластике, на стекле. Прекрасно, пожалуйста. Ну, а жидкая поталь, мы ее часто используем, сами понимаете, видите, можно завершать работу, можно ее использовать как основной материал. Тоже все очень хороша в работе, в применении. Пожалуйста, пользуйтесь, создавайте свои незабываемые, неповторимые аксессуары, украшайте с любовью свой дом. Еще раз напоминаю, не забывайте подписываться на канал Колыбель искусства, это будет гарантом того, что вы не пропустите интересные видеоуроки. Также оставляйте свои комментарии, оставляйте лайки, мне будет это очень приятно, и я буду таким образом видеть обратную связь с вами. Но на этом все. Всего вам доброго, до новых встреч и давайте творить вместе.